Что могло заставить 11-летнего мальчика рискнуть жизнью ради зверя, который мог в одно мгновение разорвать его на части? Этот вопрос еще не зародился в голове у маленького Тимофея, когда он, прищурившись от июльского солнца, стоял на берегу тихой заводи за поселком Липки. Воздух дрожал от жары, вода в заболоченной низине, пахнувшей гнилью и прелой травой, мерцала под палящими лучами. Из вязкого камыша донесся едва слышный жалобный звук, похожий на всхлип заблудившегося ребенка. Тимофей, не помня наставления отца-егеря, осторожно шагнул в топь. Его кеды сразу же утонули в чавкающей грязи, но он не остановился, потому что перед ним, увязнув в болоте по самую шею, находился крупный зверь с грязно-бурой шерстью. Голова животного лежала на кочке, и лишь дрожащие уши выдавали в нем еще живое существо, смирившееся со своей судьбой. В груди мальчика что-то оборвалось. Он не мог просто развернуться и уйти. Он посмотрел по сторонам, но вокруг никого не было. Лишь безмятежное гудение комаров и стрекот кузнечиков заполняли летнюю тишину. Пробравшись чуть ближе, он сразу почувствовал, как трясина тянет его вниз. Каждый шаг давался с трудом, и страх, холодной волной охвативший его тело, боролся с отчаянным желанием помочь. Но когда в вязкой воде он увидел ржавые стальные дуги капкана, впившегося в заднюю лапу зверя, ужас сменился гневом. Кто мог обречь живое существо на такую медленную и мучительную смерть? Тимофей начал строить путь из толстых сухих веток и обломков старого мостика, часами таская их к трясине под палящим солнцем, сбивая руки в кровь. Постепенно он сумел протянуть хлипкий мост к животному и дополз до него. Зверь едва открыл мутные глаза и тут же закрыл их, не проявив никакого сопротивления. Мальчик уперся ногами в ржавые дуги капкана, используя весь свой вес, и несколько раз прыгнул, заставив скрипучий металл раскрыться. Лапа оказалась свободной, но животное оставалось без сознания. Тимофей обхватил его за шею и стал медленно перетаскивать по веткам к твердой земле, выбиваясь из сил с каждым сантиметром. Добравшись до берега, он упал рядом, вымотанный, но с легким чувством победы. Прижав ухо к груди зверя, он уловил слабый, но ровный стук сердца. Понимая, что оставить его на болоте нельзя, Тимофей решил спрятать его в старой бане на краю их участка, заброшенной еще до их переезда и захламленной ненужными вещами. Путь туда, почти в полкилометра, мальчик преодолел, перекатывая тяжелое тело зверя по траве. Его одежда стала грязной и изорванной, но он не обращал на это внимания. В его голове оставалась лишь мысль — добраться до укрытия. Когда до бани оставалось совсем немного, над участком раздался голос отца, зовущий сына домой. Тимофей замер в высокой траве, а затем, стараясь не выдать свое волнение, ответил и поспешил к дому, оставив своего подопечного в кустах. Вечером, когда стемнело и родители занялись домашними делами, он незаметно пробрался к бане, взяв с собой фонарик, миску с водой и кусок курицы. Но, войдя внутрь, он не сразу увидел зверя, охваченный паникой, что тот мог умереть или исчезнуть. Однако, осветив дальний угол, он обнаружил его. Зверь пришел в себя и лежал на старом матрасе, едва дыша. При свете фонарика Тимофей впервые заметил в янтарном взгляде животного что-то нечеловеческое. Это был не пес, как он думал раньше, а молодой волк. И хотя сердце мальчика сжалось от страха, в глазах волка не было ярости или угрозы, только боль и настороженность. Пододвинув миску и положив рядом еду, Тимофей сел у стены, чтобы не спугнуть зверя, и долго сидел в полумраке, рассказывая о себе и своей жизни в Липках. Волк молча слушал, не притрагиваясь к пище, но со временем, медленно и осторожно, он сделал первый шаг к доверию, потянувшись к воде.
Каждый день Тимофей старался не вызывать подозрений у родителей. Днем помогал по хозяйству, учил уроки, но каждую свободную минуту проводил с угром. Так он назвал волка. Он кормил его, менял воду, обрабатывал рану, и зверь постепенно позволял прикасаться к себе без страха, воспринимая мальчика как часть своей стаи. Однако тайну стало труднее хранить. Мать начала замечать, что еда исчезает, отец все чаще хмурился и дольше обычного осматривал двор. Вскоре он обнаружил на земле у бани крупный волчий след и понял, что произошло. Испугавшись за сына, он взял ружье и направился к бане, чтобы положить конец опасности. Внутри Тимофей сидел рядом с волком, который уже достаточно окреп и лежал с головой на его коленях. Когда дверь с грохотом распахнулась, волк моментально вскочил, оскалившись и готовый защищаться. Мальчик прикрыл его собой, отчаянно пытаясь остановить неминуемое. Но отец, понимая риск, захлопнул дверь и снаружи задвинул тяжелый засов, оставив их двоих запертыми внутри. Тем временем по поселку распространились слухи о дикарском звере, укрывшемся у дома егеря. Узнавший об этом угрюмый сосед Трофим, когда-то поставивший капкан, решил собрать мужчин и избавиться от зверя, прежде чем он принесет беду. Поднятая слухами и страхом толпа, вооруженная вилами и ружьями, направилась к дому Тимофея. Отец мальчика попытался их остановить, но разъяренные мужчины были полны решимости. Сидя в бане, Тимофей понял, что счет идет на минуты. Он выломал трухлявую доску в стене, пролез наружу и вынес на свет капкан с клочьями серой шерсти, доказывая толпе, что волк попал в ловушку не по своей вине. Этого оказалось достаточно, чтобы многие мужчины опустили оружие. В этот момент к дому подъехала машина лесной службы с ветеринаром Софьей, вызванная отцом мальчика. Она потребовала разойтись, заявив, что возьмет зверя под свою ответственность. Когда они открыли дверь бани, оказалось, что волк ушел через дыру в стене, оставив после себя лишь следы, ведущие вглубь леса. Прошли месяцы, жизнь в Липках вернулась в привычное русло, но Тимофей часто приходил на опушку леса, вспоминая угра. Однажды отец показал ему фотографию с фотоловушки. На снимке был крупный волк с едва заметным шрамом на лапе. Волк был жив. Год спустя мальчик стоял на смотровой вышке вместе с отцом и Софьей, наблюдая за волчьей стаей на лесной поляне. Во главе шел крупный волк с шрамом на боку, рядом с ним — волчица, а за ними неуклюже бежали трое волчат. Волк поднял голову в сторону вышки и протяжно завыл. В этом крике не было одиночества или тоски, лишь гордость и свобода. Тимофей понял, что его спасенный друг стал сильным и нашел свое место в лесу, как и он сам в этом новом для себя мире. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.